Привет, песеры, с вами Морж. Сегодня вышла у нас селекция Арсенала и Челси. Открыл я ее утром, ну а сейчас вечер, и настало время поговорить про прокачку этих игроков. Как бы я качал каждого из них, ну и какие бы навыки я им добавлял. Я думаю, видео будет полезно. Да, такие видео собирают меньше просмотров, чем обычные, но тем не менее, я понимаю, что многие задают вопросы по прокачке, поэтому такие видео нужно делать. Давайте же приступать, собственно, к обзору этих ребят. Также сегодня у нас вышел пак с командами-партнерами, открою я его завтра, и по его прокачке тоже поговорю с вами завтра. Напоминаю, что полезные ссылочки в описании, в закрепленном комментарии. Если тебе нужно задонатить с российских карт на мобилочку, пишешь мне в личку, просто новости в моем телеграме, ну и чат, где можно пообщаться с единомышленниками. Итак, начнем с Мартинелли. Хорошая карточка, 93 максимального рейтинга на позиции левый полузащитник. Стиль будет работать и на левом полузащитнике, и на левом нападающем. И как вы видите по правому верхнему углу, по статам он все же больше левый нападающий, без прокачки. То есть 82 он имеет на первом уровне как левый полузащитник, и 85 как левый нападающий. Поэтому я считаю, что под левого нападающего его качать и нужно. Как обычно, я пользуюсь сайтом eFootball Hub, меняем здесь позицию на левый нападающий, и вот такую автоматическую раскидку статов нам дает. 4 идет в удары, добавляем ему реализацию, ЛНу это нужно, пасы тоже на 4, 8 в дриблу, 8 в ускорение и 8 в силу ног и выносливость, то бишь поднимает скорость, выносливость и силу удара. И здесь прокачка я абсолютно согласен. Опять же, обратите внимание на правый верхний угол. При таких статах, если считать по нормальным формулам, да, с которыми Konami до сих пор справиться не может, он будет иметь на левом нападающем рейтинг 95. По навыкам: марсельская рулетка, проброс между ног с разворота, игра головой, удары с подсечкой, игра пятка, удар без подработки, подкрутка шведкой, хитрость и оттяжка в защиту. Само собой, ловим ему боевой дух, если попадется. Вот, ну и, конечно, стоит ему добавлять что-то на удар и на пас. Удар без подработки у него есть, поэтому можно добавлять удар с наклевом, удар какой там по восходящей, ну и так далее, и так далее. Плюс, конечно же, на пас. И, скорее всего, я бы ему добавлял что-то вроде точности подач, потому что все-таки это фланговый игрок, навешивать штрафную он будет, поэтому оно ему максимально пригодится. Марселька, в принципе, неплоха для обыгрыша с фланга, финты я бы никакие ему не делал. Идем дальше. Фофана. Тут у нас только позиция центральный защитник и вот такая автоматическая прокачка. 12 в защиту, 8 в корпус, 4 в скорость, вообще ничего в пас, в дриблинг и в ускорение. При том, что ускорение у него в принципе достаточно неплохое. Вот, я бы скорее убирал ему скорость, вот, и выносливость, а добавил бы это в ускорение. Парень высокий, 73 ускорения, 75 скорости для центрального защитника подошли бы очень даже. Вот, остальное я бы оставлял так, как и есть. По навыкам есть у него игра головой, опекун, перехват, акробатический вынос и верховое главенство. Само собой, боевой дух можно добавлять. И, наверное, что-нибудь там типа низкого паса навесом, да, чтобы начинать атаки. В принципе, любые навыки на пасы ему здесь пригодятся. На удары, ну и финты, само собой, никакие добавлять смысла не имеет. Идем дальше. Маунт. Может занимать он позиции атакующего полузащитника и центрального полузащитника, но смотрим на статы в защиту, понимаем, что центрального из него нормального вообще никак не сделать. Поэтому оставляем атакующий. Значит, 4 идет в удары, 8 в пас. 10 в дриблу, сразу опускаем до 8, статы дорогие. 8 идет в ускорение и 4 идет в скорость, силу удара и выносливость. Понятно, что ничего не идет в корпус, и понятно, что ничего не идет в защиту. Но благодаря тому, что мы чуть-чуть опустили, собственно, дриблу, 9-10 стат, сами понимаете, уже по 3 стоят, это достаточно дорого, мы можем поднять ему скорость, которого ему не хватает. Да, которой ему не хватает, вот так. Таким образом, мы получим 90 выносливости, а атакующие полузащитники, вы знаете, у нас частенько уходят назад, и она ему пригодится. Чуть-чуть выровняем скорость. Вот, ну и добавим немножко силы удара, потому что все-таки стиль у него отличный, атакующий полузащитник, на ударной позиции он выходить будет, и это ему тоже пригодится. По навыкам: обводка двойным, проброс между ног, ведение подошвой, сложные дальние удары, игра пяткой, пасы в разрез, пас на ход, слепой пас, низкий пас навесом, хитрость. Ну, боевой дух понятно, я бы добавлял ему удар без подработки, обязательно. Сложные дальние удары у него есть, можно добавить просто дальние удары, что-нибудь типа подкрутки шведкой. В общем, максимально упарываем его, собственно, в пас и в удар. Ну, тут, конечно, по навыкам, как вам будет вести, какие будут выпадать.
Дальше Реймсдейл, ну, сами знаете, вратари у нас вещь субъективная, автоматическая прокачка, все вратарские статы по 8 и 4, собственно, в прыгучесть, устойчивость при толчках и игру головой. Здесь ничего добавить не могу. По навыкам у него есть низкий удар с рук и способности капитана, но можно ему добавить какой-нибудь условный убийца пенальти. На всякий случай, опять же, если выпадет. В целом, очень надежный вратарь, мне даже обычная карточка его, если честно, очень нравилась. Хаверц занимает позиции оттянутого форварда и атакующего полузащитника, под что вы будете его качать, это дело ваше. Вот, стиль имеет также атакующий полузащитник, я бы его на самом деле под АПЗ и качал. Но если честно, как-то не играю я с оттянутыми форвардами. У меня сразу атакующие полузащитники, а потом уже сразу центральные нападающие. Поэтому под АПЗ нам игра предлагает вот такую вот прокачку. 4 удары, 8 пас, 8 дрибла, 8 ускорения и 4 в скорость. И, наверное, с ней спорить я не буду. Защиту ему добавлять смысла никакого нет, а слишком дорогих статов здесь не используются. То есть там 9, 10, 11, 12, ну вы понимаете. По навыкам есть скрещивание, проброс между ног со разворота, сложные дальние удары, просто дальние удары, удары по восходящей, акробатика, игра пяткой, удар без подработки тоже есть, пас касания, пас в разрез. Само собой, ему можно добавлять слепой пас, пас на ход, боевой дух, конечно же. Да и в принципе все, да, остальное у него очень даже неплохо все по навыкам. Ну, и возможно, если вам прям так хочется, можно добавить ему какую-нибудь условную обводку двойным касанием, если вам удобно при помощи нее обыгрывать. Дальше Закария. Тут у нас позиция центральный полузащитник и опорный полузащитник, но качаем мы его, естественно, под опорку. Значит, что на автомате? 12 в защиту, 4 корпус, 8 скорость, 4 ускорения, 4 дрибла и 8 в пас. Ну, в принципе, раскачка очень даже неплохая, но я бы на самом деле, наверное, вот здесь бы понизил до 4, скорость сделал бы 84, но при этом бы подтянул ускорение. То есть, чтобы у моего Закарии было 81 ускорения и 84 скорости. Статы в защиту у него вполне себе пристойные есть, пас у него вполне себе пристойный есть, сам он большой, и при скорости ускорения 81-84 будет очень хорошо, я думаю, на поле себя показывать. По навыкам игра головой, дальние удары по восходящей, удар без подработки, нахрена он ему, пас в касание, пас на ход, опекун, перехват, боевой дух, блокировщик, это у него все есть. Что бы добавлял? Я думаю, что-нибудь типа низкий пас навесом, точность подач. На защиту у него все, в принципе, навыки есть. Возможно, вы хотите добавить ему какой-то финт, хотя финтить за Закарию, я думаю, ну, это дело гиблое достаточно. Вот, причем, смотрите, что интересно. При таких статах на позиции опорника он будет 92, а на позиции центрального защитника, именно по сумме статов, при том, что, ну, это еще и не основная его позиция, он был бы 94. То есть, был бы отличный ЦЗшник, вот, с такими вот статами, которые у него есть. Далее, Габриэль, тут у нас позиция только ЦЗ, под нее и качаем. Смотрим автоматический разброс. 12 в защиту, очень много, 6 в корпус, 4 сила ног и выносливость. Я бы буквально с корпуса двоечку снимал, получаем 4 лишних стата и добавляем его в ускорение. Получаем вполне вменяемую скорость ускорения для центрального защитника. Пас, ну можно было бы пас ему еще немножечко потянуть, но в принципе можно и так оставлять. И очень даже хорошие статы в защиту. По навыкам есть игра головой, опекун, перехват и верховое главенство. Само собой, стоит добавлять блокировщик, стоит добавлять акробатический вынос. Ну а дальше по стандарту низкий пас навесом, просто пас, ну, усиливаем те качества, которыми пусть не так часто, но он будет пользоваться. Ну и последнее, Дегор может стать на АПЗ центрального полузащитника, правого полузащитника и правого нападающего. Стиль у него креативный плеймейкер. Ой, даже не знаю, как кого бы я его качал, вот у него есть достаточно неплохой пас навесом изначально, вот, выносливость какая-никакая присутствует, скорее всего, я бы качал его под, знаете, я бы качал под правого полузащитника, ну, если вы, возможно, играете правыми полузащитниками. Так, вот такая у нас автоматически разбросные статы, 2 в защиту уходит, сразу убираем, 8 в скорость, 8 в ускорение, 8 в дриблу, 8 в пас и 4 в удары. На самом деле, правому полузащитнику, наверное, и удары не так уж прям сильно нужны, но ему нужна скорость и выносливость, поэтому здесь бы я тоже убирал и хотя бы 2 стата бы закидывал вот сюда. Как вы видите, по правому углу, как правый полузащитник, он получился бы 96, скоростью 79, выносливостью 85, очень неплохим пасом навесом и шикарным пасом низом, при этом с дриблой. По навыкам Марселька, Сомбреро, проброс между ног со разворота, удары с подсечкой, дальний удар, игра пяткой, пасы в разрез, точность подач, слепой пас и способности капитана. Естественно, добавляем что-нибудь, ну, боевой дух, то понятно, добавляем
что-нибудь типа пас в касание, пас на ход, то, что, собственно, и правому полузащитнику и нужно. Марсельская рулетка неплоха, опять же, для обыгрывания с фланга, сомбреро, да, крайне ситуативный навык, вот. А на удары, ну, не знаю, я думаю, на позиции правого полузащитника он не так часто будет выходить на ударные позиции, но если прям сильно хочется, то, естественно, удар без подработки, сложные дальние удары, просто дальние удары, подкрутка шведкой, тоже эти все навыки ему пригодятся. Вот такая прокачка у меня получилась по, собственно, дерби Лондона. Пиши в комментариях, согласен, не согласен, так качал, не так качал, может у тебя есть какие-то интересные предложения по прокачке, с удовольствием все это дело почитаю. Ну, в общем, партнеров откроем завтра, прокачаем их тоже завтра, так что далеко не разбегайтесь. На этом прощаюсь, с вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.